Всем привет, друзья! Парящая кухня, огромный присоединенный балкон, туалет юрского периода. В эфире ваш дизайнер интерьера, и сегодня мы вместе с нашей командой расскажем вам и покажем, как мы превратили типовую квартиру в современное светлое пространство для жизни. Погнали! Ну что, касатики, ремонт закончен. Еще не вся мебель доехала, поскольку она дорогая, едет долго, европейская мебель вообще едет долго, но нам уже есть что показать вам. Честно говоря, это был не самый простой проект. Нам было очень сложно остановиться в нашем стремлении делать все лучше и лучше. Проект постоянно переделывался, менялась концепция, но результат оставил довольным всех, и нас, и хозяйку квартиры. Хорошая фишка в этой квартире – это настоящая дорогая немецкая кухня бренда Хайекер. Собственно, разница в том, первое вообще важное отличие, что кухня подвесная. Она не стоит на полу, она реально висит. Вот эта вот нижняя база подвесная, что бывает довольно редко. Это требует довольно сложных закладных конструкций в стене, это требует довольно сложного монтажа. Монтажная схема у этой кухни просто невероятная. Но при этом результат, вот вы можете наблюдать, она изящная, красивая и легкая. Фасады выполнены из матового стекла. Вот. И большая разница именно в механизмах. Смотрите, я выдвигаю ящик, и мы видим, как классно светятся боковины из матового стекла. Здесь очень много каких-то фишек технических, которые, казалось бы, маленькие детальки, но очень украшают эту мебель. Обратите внимание на подсветку рабочей зоны. Она расположена по центру столешницы, а не ближе к стене. Это характерно для всех европейских кухонь и, в принципе, более практично в использовании. Подвесная кухня – вещь нетиповая. Мне очень много звонили поставщики данной кухни и рассказывали о тех технических условиях, которые нужно было соблюдать для того, чтобы эта кухня здесь вообще могла быть установлена. Во-первых, это закладные в стене. Во-вторых, это выводы проводов для подсветки внутри кухни. В-третьих, это расположение воздуховода за вытяжкой с подшивкой стены. И так далее и тому подобное. Мы чертили, перечерчивали, переделывали несколько раз, и вот наконец-то она здесь висит. В центре пространства кухни находится вот такой огромный классный остров. Он будет использоваться для приготовления еды и также как обеденный стол. Но, как вы видите, если мы здесь присядем, то мы упремся коленками прямо в фасад. И в ближайшее время сюда приедет такая специальная еще надставка на него. Она пойдет вот так П-образно, вот так будет его обтекать и будет нависать над островом, чтобы было комфортно за ним сидеть. Здесь будут красивые стульчики от H-Holz, они пока еще едут из Голландии, и можно будет комфортно сидеть, есть и смотреть на собеседника. Обратите внимание, что столешница здесь не из акрила, не из искусственного камня, там, не из натурального. Это керамогранит. Я в первый раз увидел такой прием в Италии на фабрике. Они его очень сильно продвигают, там вкладывают в эту технологию очень много энергии, но у нас она пока еще не особо прижилась. Но, как я рассказывал в выпуске про новинки керамогранита и керамической плитки, это очень такое модное, популярное решение, когда мы просто берем крупный формат, он там порядка 3 на метр или там 2,40, ну какой-то очень большой, и просто из него вырезаем форму столешки и кладем сверху на кухню. То есть это твердый материал, там на нем он не царапается, он антистатичен, он удобен, и у нас никаких вообще с ним проблем нет. Как вы видите, толщина здесь порядка сантиметра, смоется стильно, современно, интересно, очень классное решение. Мы очень долго спорили на тему того, делать ли варочную поверхность на острове или просто оставить столешницу. При условии варочной поверхности автоматически появляется вытяжка на потолке. Она занимает много места и становится доминантой помещения, перекрывает кучу света из окна, поэтому мы решили отказаться от этой идеи. Конечно, есть еще вариант вытяжки из острова, но она может быть только как фильтр, либо нужно было бы вести воздуховод через пол. В нашем случае это не вариант, потому что пришлось бы поднимать пол по всей поверхности квартиры. В этом углу гостиной находится ТВ-зона, то есть у нас огромный телевизор, и под ним, сейчас он просто лежит на полу, то есть это место будет благоустраиваться, здесь, скорее всего, будет специальная консоль, в которой он будет вставлен. Находится наш
электрический камин. Это не керосиновый камин, он совершенно безвреден, он даже полезен, потому что здесь испаряется вода, которую мы предварительно заливаем, которой хватает там на 2-3 часа. Она подсвечивается LED-лентой и создается эффект настоящего пламени. Но при этом это пар, и он увлажняет воздух в гостиной, и это очень полезно для кожи. То есть получается 2 в 1. И красивая картинка, и еще польза. Напротив ТВ-зоны находится мягкий диван, и за счет того, что мы расширили пространство балконом, у нас получается здесь очень комфортная такая мягкая зона, то есть можно здесь чилить, лежать, отдыхать, смотреть на пламя камина, на телевизор. И когда вечером садится солнце или просто можно сейчас закрыть все шторы, то комната озаряется вот этим таким приятным рыжим цветом и становится совершенно другая атмосфера. Это очень классно смотрится, можем вам показать сейчас. В пространстве кухни-гостиной, прихожей и лоджии мы уложили итальянский керамогранит компании Rex Alibastri Bamboo. Компания Rex входит в огромный итальянский концерн Florim. Мы с Андреем ездили в Италию уже, наверное, несколько раз на фабрике этого концерна, и я считаю, что это лучшая фабрика в Италии. Вот реально, это лучшая, самая классная, потому что у них самый красивый керамогранит, который имитирует натуральный камень. Здесь вот, например, имитация оникса. И смотрится это просто потрясающе, обратите внимание. Формат плитки 120 на 60. Глянцевая, скользкая, да, мы знаем, но у нас в помещении панорамные окна. И в комбинации с глянцевым полом получается невероятный эффект, будто бы свет из окна отражается как от воды. Благодаря этому помещение становится светлее и визуально будто бы шире и глубже. Ну, я могу сказать по поводу того, что там глянцевые поверхности, что это опасно. Ну, это опасно все-таки в ванных комнатах, в душе. Да. В душе это смертельно опасно. А для гостиной, ну, в принципе, если там не намыть, разлить бутылку, там, ведро воды и бегать, подскальзываться, конечно, это может быть опасно. Но в спокойной там домашней атмосфере в этом ничего такого страшного нет. Зато какой эффект вы получаете, как это красиво смотрится. Сейчас мы расскажем вам про приключения вот этой вот стены, разделяющей балкон и гостиную, которую наконец-то вот удалось снести полностью. Расскажи, Ксюш, как это было? Ну, для начала хочется внести ремарку и напомнить о том, что в самом начале мы рассказывали о том, что этот проект был сложный, и его кучу раз переделывали. Как раз эта стена в главных ролях выступала. В начале у нас был маленький проход, и, по сути, было разделение балкона и кухни-гостиной. Постепенно эта стена сносилась, она не могла как-то вот снестись вот сразу, это довольно решительный, большой такой шаг. Вот. И вначале был маленький проем, потом проем побольше. Вот когда был проем побольше, здесь еще на куске стены располагалась ТВ-зона. А позже вдруг нам позвонила заказчица и сказала, что инженеры разрешили убрать эту стену полностью. Ну, естественно, проект поплыл, он переделан полностью, ТВ-зона уехала, а здесь теперь часть гостиной и много света. Кухня перетекает на балкон, и здесь вот находится такая встроенная ее часть. Да, это винный холодильник Liebherr. И что важно, кстати, о них знать, вот он большой высоты, и это дает возможность распределить напитки внутри холодильника правильно. То есть в более холодной нижней зоне находится белое вино, в более теплой верхней зоне красное вино. И оно, собственно, каждая полка может иметь свою температуру, это очень хорошо. У вас получается вино всегда правильной температуры для подачи вашим гостям или вам перед сном. Бокальчик, классно. Ну, как ты думаешь, что это вот за штука вообще? Ну, я думаю, что это просто декоративное зеркало, чтобы распределять свет. Нет, это светильник. Да. Это та же фирма, что и кухня, да, я понимаю, Hacker. Хайкер. Да нет, это на самом деле светильник центр свет. Но когда у зеркальца скалывается уголок, можно приклеить какой-нибудь лейбл. Собственно, это может быть светильник Nike или Adidas. В данном случае Хайкер. Еще одна классная фишка. Здесь есть встроенный магнитный профиль. Это очень качественный, крутой технический свет. Почему профиль магнитный? Мы светильники не закрепляем в профиле. Там нет никаких болтов, винтов. Светильники просто примагничены туда. Каждый из них. Мы можем его перемещать очень легко. Плюс эти шинопроводные системы могут менять теплохолодность освещения. Они могут быть теплыми, холодными в зависимости от настроения. Мы можем спектр освещения настраивать по своему усмотрению. Из совсем холодного света в совсем теплый, плавно, как угодно.
Также здесь есть очень интересная закарнизная подсветка, основанная на технологии RGB. Она может светиться, собственно, всеми цветами радуги. Ну, в данный момент работает контроллер, который настроен таким образом, чтобы цвет постоянно менялся. Режимов несколько, можно выставить любой из цветов, можно делать вот такую вот смену, это скорее для вечеринок, ну и так далее. То есть вот под кухней и над кухней использована вот эта вот лента от Center Свет технологии RGB. Тоже интересная штука. Первое, что мы видим, попадая в квартиру и открывая дверь, огромную стену. И, конечно же, мы решили ее задекорировать. Стена задекорирована керамогранитом. Если помните, в детстве мы все любили смотреть на ковер, искать там какие-то сюжеты. Здесь вот также можно в этой природной текстуре искать очень много каких-то изображений. Она такая вся случайная и поэтому очень разнообразная и интересная. Так, чтобы прикрыть стык керамогранита, вот в этом месте мы наклеили полосу гипсокартона. И теперь все в один уровень. Красиво. Здесь реализовано решение, которое мы часто видим в Инстаграме. Это гардероб с тонированным стеклом и подсветкой изнутри. Вот вроде бы одежду все видно, но смотрится красиво. Особенно для тех, у кого красивая одежда. Это решение очень подходит. Смотрится идеально, как будто это какая-то классная витрина где-нибудь там в Париже, когда вы гуляете и видите просто потрясающие красивые вещи, красиво вывешенные, подсвеченные. И это все находится у вас дома и радует глаз. Мы обещали показать ванну, которую прозвали «Парк юрского периода», и вот она, сейчас мы здесь. Почему ее так прозвали? Мы выложили в Инстаграм 3D-визуализацию этого помещения, и люди писали в комментариях: какой-то парк юрского периода, какие-то следы когтей динозавров на керамограните. Ну и действительно получилась какая-то такая ассоциация. Это коллекция плитки «Мираж». Ну вот такая вот у них декоративная плитка со следами когтей. Немного о деталях. У нас здесь смеситель компании Порцеланоза. Раковина летает специально для этой ванны, выполнена на заказ. Стоит обратить внимание на двери в этой квартире, что довольно редко. Здесь мы могли себе позволить сделать очень высокие проемы. Здесь проемы 2,90 и двери 2,90 из черного стекла. Итальянские компании Union. Нынче довольно редко мы можем это наблюдать, поскольку это дорого и сложно. Короба алюминиевые, неубиваемые совершенно двери, никогда не рассохнется, не подвержена воздействию влаги, не подвержена вообще ничему. Можем рассказать, как так получилось, откуда здесь образовалась вот эта вот ниша. Нам даже не пришлось специально наращивать стену. По СНИПам стена между спальней и ванной должна быть двухслойная. И мы просто вырезали небольшой кусочек, обклеили плиткой, и получилась очень удобная ниша, функциональная для всяких баночек, бутылочек и прочего. Да, с красивой подсветочкой. Ну, соответственно, один слой блоков снят, это совершенно безобидно. Здесь есть гидроизоляция, шумоизоляция, все как положено. Но вот получилось, что получилось. Вот иллюстрация на тему душевой мечты вообще. Тропический душ. Вот, Ксюш, расскажи. В поддержании вообще, в принципе, концепции здесь такого камня натурального и пещерности, у нас еще тропический душ в потолке, он с подсветкой, и это просто настоящая мечта, когда ты можешь под приятным светом и здорово принимать душ. Расскажите в комментариях, что вам больше всего понравилось в этой квартире. И обязательно поставьте лайк, если вам понравился наш дизайн. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч! Пока! Пока!